Всем здравствуйте! Сегодня будем вязать ажурный узор крючком. Узор состоит из квадратиков, выполненных столбиками с накидом, а между квадратиками имеются вот такие снежинки. Идет чередование в шахматном порядке снежинок и квадратиков. Узор красиво смотрится и подойдет для любых летних вещей и не только. Большой плюс узора в том, что он является двухсторонним. Схема узора будет, как всегда, в конце видео. И давайте начинать. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное 10, плюс еще 7 петель, если вы вяжете поворотными рядами. Если вяжете по кругу, то просто кратное 10. Начинаем с 3 воздушных петель подъема. Дальше в 5-ю от крючка петлю ввожу крючок и приступаю к вязанию раппорта узора. Выполняю подряд 5 столбиков с одним накидом. Выполнила 5 столбиков. Дальше 2 воздушных петли, накид на крючок и в свободную воздушную петлю ввожу крючок, провязываю только 2 петли, еще раз накид на крючок, пропускаю по цепочке 3 петельки, в 4-ю ввожу крючок, вытаскиваю рабочую нить, провязываю 2 петли и затем 3 оставшиеся петли провязываю за один раз. 2 воздушные. И на этом раппорт узора готов. Дальше начинаем повторять. Вновь вяжем 5 столбиков с одним накидом. В следующую свободную петлю ввожу крючок и начинаю вязать 5 столбиков с одним накидом. И таким образом вяжем необходимое количество раппортов до конца воздушной цепочки. Смотрите, и заканчиваем ряд так же, как и начинали, 5 столбиками. Провязала 5 столбиков, осталась последняя петля, и в нее вяжу просто столбик с одним накидом. То есть фактически в конце ряда у нас 6 столбиков с одним накидом, как и в начале, только один столбик замещает воздушные петли подъема. Приступаем к вязанию второго ряда, набираем 3 воздушных, разворачиваем вязание, приступаем к раппорту узора и вяжем 5 столбиков с одним накидом, то есть по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Дальше накид на крючок, и теперь ввожу крючок вот в это вот среднее отверстие и выполняю столбик с одним накидом. Три воздушных, накид на крючок и еще раз в это же самое отверстие ввожу крючок и выполняю столбик с одним накидом. На этом раппорт узора готов. Дальше начинаем повторять. Вновь вяжем 5 столбиков с одним накидом. Начинаем с первого столбика с одним накидом предыдущего ряда. И таким образом провязываем раппорты узора до конца ряда. И заканчиваем ряд мы так же, как и начали, столбиками с одним накидом. Сейчас вяжем 5 столбиков с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом в воздушную цепочку подъема. Сейчас будем вязать третий ряд.
и в нем просто наш узор сдвинется на пол раппорта. То есть над столбиками будет вот такая как бы снежинка, а над снежинкой будут наоборот столбики с одним накидом. Выполняем 3 воздушных для подъема, разворачиваем вязание, приступаю к вязанию раппорта, добавляем еще 2 воздушные петли, накид на крючок, ввожу крючок в первый столбик с накидами предыдущего ряда, вытянула рабочую нить, провязала только 2 петельки, опять накид на крючок, пропускаю 3 столбика, в четвертый ввожу крючок, вытянула рабочую нить, провязываю только 2 петли, на крючке 3 петельки и провязываю за один раз. Затем 2 воздушных и в следующий столбик с одним накидом вяжу столбик с одним накидом. Затем идет мостик из 3 воздушных петель, под него вяжу 3 столбика с одним накидом. Затем еще столбик с одним накидом вяжем в столбик предыдущего ряда. И на этом раппорт узора готов. Мы можем заметить, что у нас уже здесь появилось над снежинкой 5 столбиков. И начинаем повторять раппорт узора. Вновь набираем 2 воздушных и вяжем в первый из 5 столбиков с одним накидом. Таким образом, выполняем раппорты узора до конца ряда. Я довязала ряд до конца, и закончить мы ряд должны точно так же, как и начали. То есть выполняю 2 воздушных, ввожу крючок в первый из 5 столбиков, провязала только 2 петли, накид на крючок, 3 петли пропустила, в четвертую ввожу, только 2 петли провязали и затем все 3 петельки за один раз. 2 воздушных и столбик с одним накидом вяжем в воздушные петли подъема. Переходим к вязанию 4-го ряда. 3 воздушных. Разворачиваем вязание, приступаем к вязанию раппорта. Делаю накид на крючок. И сейчас буду вводить крючок вот в это вот отверстие, которое находится посерединке. Вот первое я пропустила отверстие, во второе ввожу крючок. Выполняю столбик с одним накидом. 3 воздушных. И опять же вяжу столбик с одним накидом в это же отверстие. И теперь вяжем 5 столбиков с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. Воздушный мостик пропускается, ввожу крючок в первый столбик. Выполнила 5 столбиков. И дальше мы начинаем повторять раппорт узора. То есть вновь вяжем столбик с одним накидом во второе отверстие. Первое я пропустила, во второе ввожу крючок. И таким образом довязываем весь ряд до конца. Я довязала ряд практически до конца. И заканчиваем ряд точно так же, как начинали. Накид на крючок. Ввожу крючок в среднее отверстие. 3 воздушных. Еще раз в это же отверстие ввожу крючок. И теперь мне нужно связать столбик с одним накидом в третью воздушную петельку. Считаю вот отсюда снизу. Первая, вторая и в третью ввожу крючок. Переходим к вязанию 5-го ряда. Набираем 3 воздушных, разворачиваем вязание. И сейчас наши раппорты будут вновь сдвигаться на половинку. То есть над снежинкой мы свяжем 5 столбиков, а
над вот этим квадратиком из столбиков с одним накидом свяжем снежинку. То есть фактически идет повтор самого первого ряда. И таким образом мы вяжем наш узор, повторяя с 1 по 4 ряды. На этом у меня все. Если вам этот узор показался интересным, обязательно сохраняйте себе в копилочку. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. До скорых встреч. Всем пока-пока.